Чао, мои милые рагazzi. Жалко, я не могу вас обнять вживую. За это время я безумно за вами соскучился. Allora, сейчас я расскажу интересные факты о том, как Ватикан следит за сохранностью Сикстинской капеллы. К слову, если вам интересно изучение итальянского языка, то подписывайтесь на мою онлайн-арт-школу итальянского языка. Ссылка в описании под видео. Электрическая проводка в Сикстинской капелле имеет длину более чем 26 километров. Да, вы не ослышались. 26 километров. Это из-за специфической архисложной системы воздушного кондиционирования, которая автоматически меняется даже в зависимости от количества туристов внутри помещения, потому что она умеет каждого человека считать. И она устроена так, чтобы температура всегда держалась на нужном уровне. И чтобы частицы грязи, пыли и всяких там бактерий всегда держались внизу, у пола, и не поднимались наверх. Сикстинская капелла имеет одну главную проблему. Это влага и соль, то есть пот человеческого тела, который постоянно оседает на фресках. Еще с 15 века. Жара, тесное маленькое помещение, толпы народов, которые туда-сюда ходят. И эти горячие, влажные испарения от человеческих тел и выдыхаемый углекислый газ приводит к тому, что по подсчетам этой системы каждый 25-тысячный турист нагревает помещение как лампочка. Чтобы удалить этот солевой слой, используют дистиллированную воду и очень тонкую японскую бумагу. Сначала на поверхность фресок кисточкой наносят тонкую пленку воды, которая впитывает соль. Затем этот раствор промакивают японской бумагой. По всей Сикстинской капелле размещено аж 90 датчиков, которые измеряют температуру и циркуляцию воздуха. Они следят, чтобы температура в зале оставалась между 22 и 25 градусами Цельсия, и чтобы влажность была в районе от 55 до 60%. Ватиканский дворец был построен в эпоху высокого Ренессанса, и его красили настоящим молоком. Сейчас тоже красят молоком. И это не ностальгия по традиции прошлого. Просто рецепт красок на молоке оказался более стойким, чем современные синтетические краски. И это не просто молоко. Это молоко тех самых коров, которых специально выращивают в летней резиденции Папы Римского, которая находится недалеко от Рима. Это очень красивое место. Обязательно посмотрите, поставьте на паузу и прямо сейчас в гугле посмотрите, потому что это meraviglioso. Ma, insomma, молоко выпускается в ограниченном количестве и имеет название папская вилла. Молоко папских коров смешивают с гащиной известью и натуральными пигментами, чтобы получить тот самый оригинальный кремовый цвет, которым были покрашены стены еще в далеком XVI веке. Но не только молоко. В работе над некоторыми фресками Микеланджело использовал вместо песка пепел из того самого вулкана Везувий, который однажды разрушил знаменитый город Помпеи. Как вы понимаете, традиция сохраняется, потому что этот метод сохранения красок еще и абсолютно экологичен. Поэтому, когда вы будете смотреть на фрески Сикстинской капеллы, помните, что на них есть та самая вулканическая пыль с древнеримского города Помпей. Кстати, вы знаете, что Микеланджело был одним из самых богатых художников эпохи Возрождения. По современным меркам он был миллионером. Если вам интересно, сколько денег было на счету у Микеланджело в банке Медичи, то можете посмотреть другое мое видео, которое основано на книге преподавателя из Флорентийского университета. Ссылка в описании
под видео. Постоянная команда музеев Ватикана, которая занимается исключительно очищением и реставрацией фресок, насчитывает 100 человек. Они каждый день трудятся для более чем 6 миллионов туристов, которые посещают город каждый год. Вдумайтесь в это число. Более 6 миллионов туристов каждый год посещает Ватикан. К слову сказать, Микеланджело не в одиночку создал эти гениальные сцены. Это миф, который создал Джорджо Вазари. С Микеланджело на самом деле работало несколько десятков художников, которые придумали концепцию. Я записал видеолекцию про это. Ссылка на нее вы тоже найдете в описании. Из-за такого огромного потока туристов фрески Сикстинской капеллы, разумеется, быстро портятся. Поэтому команда реставраторов постоянно очищает их. Но тысячи и тысячи туристов, которые каждый день посещают зал, никогда не видят этих специалистов. Потому что эксперты приходят в капеллу после 6 часов. После того, когда она закрыта и все туристы ушли. И начинают работать как минимум до полуночи. В буквальном смысле реставраторы – ночные стражи. Для этого каждый вечер рабочие заново строят специальные строительные леса. Для того, чтобы реставраторы могли подняться к потолку. Причем всю конструкцию делают так, чтобы она не касалась стен. Потому что это создает вибрацию. И любое прикосновение к стене создает огромный риск, что фрески могут просто отвалиться. Каждые полгода проводится микроанализ яркости фресок. Ее снимают на специальную многоволновую камеру, а затем каждый миллиметр, каждый пиксель анализируют на яркость, что позволяет обнаружить любые изменения еще до того, как они видны человеческому глазу. В садах Ватикана находится 5000 статуй из мрамора. Для очистки от грибов и бактерий, которые медленно разрушают скульптуры, используют эфирные масла, а именно эссенции орегано и тимьяна, которые, между прочим, можно купить в свободном доступе. И, как выяснили реставраторы, именно это масла лучше всего предотвращают биологическое разрушение мрамора. И при этом они абсолютно безвредны для людей. Баста! На этом все. Если вам интересна история искусства и итальянский язык, то подписывайтесь на мои социальные сети. Facebook, Telegram, Instagram. Ссылка в описании под видео. Бачча!